Здравствуйте, друзья! Я очень рада вас приветствовать на канале по вязанию. Зовут меня Лара. И в этом видео я хотела бы вам рассказать о новых своих готовых работах. Это две модели на основе круглой кокетки. Также поделиться с вами расчетом, на мой взгляд, очень удачным, каким образом рассчитывать петли для вывязывания раппортов для круглой кокетки. Давайте приступим вот с такой вот интересной модели. Это футболочка с коротким рукавом из турецкой пряжи Summer от Yarn Art. Это хлопок вместе с вискозой. Вот такая вот получилась у меня красота. Вот с такой вот ажурной круглой кокеткой, с такими листочками и шишечками. Это довольно-таки известный узор. Так, поближе вам покажу. Вязала я сверху вниз. От горловины набрала петли. Количество петель для горловины прямо пропорционально раппортам узора первому ряду этой ажурной кокетки. Вырезала эту кокетку. Далее по спине я вывязала азиатский росток, сантиметров 5 где-то. Перешла на круговое вязание для тела. Это лицевая гладь. На мой взгляд, в этой пряже, несмотря на то, что это хлопок, рядности как таковой не видно. Как вы считаете, видно эту рядность или нет? И далее я перешла на обвязку резинкой 2 на 2 и сделала вот такие вот разрезики внахлёст с двойной кромочной. Вот так вот это получается. Также подняла для рукавов петли по азиатскому ростку, по подрезу, и сократила их через ряд 6 раз, так чтобы количество петель тоже было кратно 4, потому что дальше идет обвязка резинкой. Так, вязала я горловину и обвязки все спицами номер 3, а кокетку и основное полотно вязала спицами 3,5. На размер 50-52 ушло у меня почти 300 грамм. Вот такая вот красота. А схему вы найдете в описании. Я дам ссылку, которой я пользовалась. Это в свободном доступе в интернете. Сама схема довольно-таки несложная. Высоту раппорт узора составляет 60 рядов. В ширину начинается с 8 петель и заканчивается 32 петлями. Интересный момент в этой футболке, как же я делала расчет. Давайте я вам тоже расскажу, возможно, кому-то пригодится. Ну и для меня тоже это останется в памяти. В любой момент я смогу обратиться к этому видео и связать любые модели на основе этих расчетов, независимо от размера. Так, давайте приступим к расчетам. Я вот сделала записи. Так, ну условные обозначения. Введем обхват груди, нам необходим будет этот размер. Полуобхват груди, это наш обхват груди, деленный на 2. Обхват рукава или обхват руки, ширина кокетки. То есть я для этой модели изначально рассчитала вот эту вот ширину, вот чтобы дальше потом вывязывать с тела. И по этой ширине потом на основе того, что сколько у меня получилось раппортов, я набрала для обвязки горловины такое количество петель. Разберемся в расчетах. Я связала произвольный образец
спицах 3,5. Это те спицы, которыми я планировала вязать основное полотно тела. Обычной лицевой гладью произвольно я набрала количество петель 40 и связала небольшой образец. Я его даже не стирала. Я из опыта знаю, что обычно турецкая пряжа, она после стирки сохраняет обычно все свои размеры. И у меня в 1 сантиметре получилось 2,35 петель. Давайте по размерам. Я сняла обхват груди свой, у меня составляет 103 сантиметра. И свободу облегания я в данном изделии взяла небольшую, всего лишь 7 сантиметров. В этих расчетах можно, как вам удобно, применить и любое другое число, которое будет соответствовать свободному облеганию. У меня получается мои 103, это мой обхват груди, плюс 7 сантиметров на свободу облегания. В расчеты я возьму 110 сантиметров. Полуобхват груди составляет половину от этих данных, и это у меня 55 сантиметров. Обхват руки принято брать 33% от обхвата груди. 33%, все вы знаете проценты, как перевести в числовое значение, то есть разделить на 100 получается 0,33 умножить на мои данные 103 сантиметра. Я здесь предполагала рукав не широкий, поэтому у меня здесь обхват груди без свободы облегания. Получилось у меня 34 сантиметра. Подрезы также принято брать 8% от полуобхвата груди. Теперь мы с вами значение в сантиметрах переведем в петли. Мы знаем, что у нас был связан образец, и мы определили, что у нас в 1 сантиметре плотность составляет 2,35 петель. Теперь мы свои данные переведем в петли. Получается у меня полуобхват груди составила 129,25, это 130 петель. Округляем все в большую сторону, потому что, как вы знаете, плотность вязания поворотными рядами, она несколько больше, чем плотность вязания по кругу. Поэтому все здесь у меня данные переведены в большую сторону. Обхват рукава это 34 умножить на плотность, у меня получилось 80 петель. Ну, то есть я округлила 79,9 и округлила до 80. Подрез составляет 8% от полуобхвата груди. У меня получилось значение 10 петель. Расчет ширины кокетки мы с вами произведем по формуле. Произведение от суммы полуобхвата груди минус подрезы и обхват рукава минус подрезы. Подставим значение, у меня получилось 130 минус 10 плюс 80 минус 10. И все это умножить вместе на 2. Я знаю, что в моем рапорте кокетки в последнем 60-м ряду 32 петли. Поэтому я количество полученных своих петель, вот 380, разделила на 32. И у меня получилось 11,875 тысячных. То есть округляем, у меня получается 12 рапортов моей круглой кокетки. Я разделила свои рапорты по принципу регланных линий. То есть 12 я разделила на 3. 1/3 часть это у меня рапорты моего переда, то есть 4 рапорта на перед, 4 рапорта на спинку и 4 рапорта на 2 рукава. Получилось по 2 рапорта на 1 рукав. Вот такая вот красота. Получилась у меня такая красота. Когда я довязала кокетку, я немного скорректировала свой подрез, потому что я знала, что у меня обвязка будет резинкой 2 на 2. Это 4 петли в раппорте узора. И мое количество здесь петель по объему должно было делиться на 4.
Поэтому я скорректировала свои петли и не 10 здесь набирала подрез петель, а 11, чтобы у меня нормально сходилось потом вот здесь в обвязке низа изделия. Здесь у меня идет внахлёст от центра по 4 петельки, то есть внахлёст по 8 петель. На рукава я отдала по 2 раппорта, и получается я вот эти вот красивые дорожки вместе с шишечками, я их отнесла к рукаву. Тоже это у меня как получилось по типу регланной линии. Все эти петельки ушли с одной стороны, и с другой стороны ушли у меня на рукав. Вот такое вот интересное изделие, очень нарядно получилось и очень комфортная в носке, потому что сама пряжа Summer от Yarn Art, она практически стопроцентный плотный толстый хлопок, и эта нить, она обвита тоненькой вискозной ниточку, которая придает блеск и нарядность этому изделию. Единственный недостаток, который я для себя отметила, я носила через плечо сумку, и вот вместе носки у меня образовались такие запеленгованные участки. Видите, как вот эта вот вискозная ниточка, она как бы залохматилась. Вот. Поэтому надо это изделие, конечно, вот изделие из этой пряжи носить очень аккуратно, чтобы не образовывались вот такие вот потертости. Ну а так, конечно, пряжа очень комфортная, и для изделий, допустим, на позднюю весну, раннюю осень с длинным рукавом очень интересные, хорошие, комфортные изделия получаются. И для лета, для прохладной погоды, меньше чем 25 градусов, тоже вполне носибельное такое получилось изделие. И давайте перейдем ко второму изделию. Тоже оно заслуживает внимания. Это тоже летняя такая футболка на круглой кокетке. Круглая, вот резинка здесь интересная, такая нежная ажурная резинка получилась. Круглая кокетка заканчивается вот таким вот жаккардовым узором, полосой. Далее рукав переходит опять же в ажурную резинку. И по телу внизу тоже такая полоса узором, и заканчивается тоже вот такой вот ажурной резинкой. Смотрится очень нарядно, интересно. Когда-то я на канале у Татьяны «Печем и вяжем» из Финляндии вдохновилась этой моделью, прям заболела этой моделью, и вот очень хотела ее связать. Связано это изделие с большой свободой облегания. Это пряжа от Yarn Art Ideal. Это стопроцентный хлопок. Вязала я на спицах 2,5 обвязку горловины и обвязку по рукавам и по низу. Кокетку я вывязывала на спицах 3. И основное полотно тоже на спицах 3. А жаккардовую вставку я вязала на спицах 3,5. Ушло у меня на эту модель почти 350 грамм. Примерно 125 грамм ушло у меня белого цвета. И чуть больше 200 грамм ушло у меня розового цвета. Вообще мне сейчас стали часто попадаться. Все больше нравятся модели, в которых сочетаются ажур и жаккардовые вставки. Я вам тоже вставлю в видео некоторые фотографии таких моделей, которые мне встретились на просторах интернета. Возможно, кому-то из вас тоже понравится, и вы вдохновитесь так же, как я у Татьяны. Вот такие мои новости. Спасибо вам огромное за внимание, за поддержку канала.
Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.